Всем привет! Добро пожаловать на Кинорассказ. Сегодня у нас краткий пересказ фильма «Американец» 2016 года. Погнали! Фильм рассказывает о человеке по имени Джек. Он профессиональный наемный убийца. Джек и его девушка Ингрид отдыхают в Швеции. Они решили прогуляться недалеко от замерзшего озера. Во время их прогулки Ингрид замечает отпечатки следов на снегу. Джек, почувствовав опасность, достает пистолет и начинает тянуть Ингрид в укрытие. Раздаются выстрелы. Джек находит стрелка и убивает его. Когда он обыскивает стрелка, просит Ингрид вернуться в дом и вызвать полицию. Иди в дом и вызови полицию. Она в испуге бежит выполнять его поручение, но неожиданно получает пулю в затылок от Джека. Он бежит к дороге и убивает второго стрелка, после чего он улетает в Рим. В Риме он встречается со своим боссом по имени Павел. Павел говорит, что сейчас в Риме Джеку небезопасно, и требует, чтобы он скрылся в маленьком итальянском городке Кастельвекио, пока Павел не разберется совсем в Риме. Я работаю над этим, займет какое-то время. Джек отправляется в Кастельвекио. Но чтобы сбить попытку слежки, он решает запутать следы и выбрасывает телефон, который дал ему Павел. Джек притворяется фотографом Эдвардом и скрывается в Кастель-дель-Моне, небольшом городке в горной местности Абруццо, который находится в средней части Италии. Здесь он знакомится с местным священником, отцом Бенедетто. Через некоторое время Джек выходит на связь со своим боссом, и Павел сообщает ему, что для него есть заказ. Джеку даже не нужно стрелять самому, нужно только собрать для заказчика требуемое оружие. Тебе даже не нужно спускать курок. Во время разговора Бенедетто и теперь уже с Эдвардом, отец начинает подозревать, что он не тот, кем кажется на первый взгляд. Бенедетто решается выяснить, что скрывает Эдвард. Женщина Матильда, которая сделала заказ, встречается с Джеком и обговаривает с ним детали заказа. К небольшой косметичке вполне допустимо. В дипломате вполне возможно. А именно, специальной винтовки с глушителем. В борделе Джек знакомится с проституткой Кларой, которая зовет его сеньором Мотыльком из-за татуировки на шее. Джек начинает подозревать, что за ним ведется слежка. Он замечает подозрительный автомобиль и человека в нем. Он не ошибся, его кто-то хочет убить. По итогу киллер погибает сам. Джек собирает для Матильды оружие, получая детали для сборки в виде аксессуаров для фотографий. Она еще раз встречается с Джеком, и вместе они смотрят изготовленное им оружие. Заказчица очень довольна глушителем и просит доработать прицел. Также ей необходимы особые патроны. Отношения Джека и Клары перерастают в нечто большее. Клара, влюбившись в Джека, приглашает его на свидание в ресторан Греппелли, и он соглашается. Увидимся там. Увидимся там. В 8. В 8. На свидании девушка думает, что Джек хранит какой-то секрет. Ты хороший человек, но у тебя есть секрет. Утром Джек обнаруживает в сумочке Клары пистолет, но не сообщает ей об этом, и решает, что она одна из тех, кто хочет его убить. Джек звонит Павлу и просит еще 2 дня на выполнение заказа. Мне нужно еще время. Клара и Джек снова встречаются вместе и решают отправиться на пикник. Он думает, что девушка захочет его убить и воспользуется моментом. Но оказывается, пистолет ей дал друг, чтобы защититься от клиентов. 2 проституток убили в Пескаре, ты знаешь? Ты видел, что с ними сделали? Джек тогда не понимает, зачем ей пистолет на свидание, и она говорит. Потому что ночью мне на работу. Клара просит его остаться или забрать ее с собой. Джек помнит, что заводить друзей нельзя, так говорил ему Павел. Джек звонит Павлу и сообщает ему, что это его последнее задание. Павел быстро соглашается. Для Джека это выглядит подозрительным. На следующий день Джеку нужно передать оружие заказчику. Прежде чем сделать это, он вытаскивает винтовку из кейса и переделывает затвор. Джек передает патроны в упаковке конфет Матильде и получает деньги за заказ. Хотя он уже понимает, что Матильда получила заказ на его убийство. Она уезжает, а Джек спешит в Кастель-дель-Монте. В этот день там проходит религиозный праздник. На празднике Джек находит Клару и предлагает ей покинуть город вместе. 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 Навсегда. Навсегда. Он отдает ей деньги и просит ее ждать у реки. В этот момент Матильда целится в него из той самой винтовки.
Но как только она нажимает на спусковой крючок, винтовка разрывается, нанеся ей смертельный урон. Матильда говорит Джеку, что она работает на Павла, и Джек спешит к своей машине, но натыкается на Павла и убивает его. Сам он при этом получает ранение. Из-за большой потери крови Джек с трудом добирается до места встречи с Кларой. Но как только он прибывает к месту назначения, падает на руль и раздается сигнал. Камера поднимается над Кларой, показывающая порхающего мотылька. Всем спасибо за просмотр. Какие бы жанры фильмов вы хотели бы увидеть на моем канале? Пишите свои комментарии. И, конечно же, не забудьте поставить лайк этому ролику. Пока!